Первое, на что падает взгляд мастера, это, конечно, вот такие кресла-реклайнеры, которые все хотят, все считают их самыми удобными, максимально комфортными для клиентов. И важно понимать, что и цена, конечно, вот таких комфортабельных мест самая высокая. Если вам повезет, а вы нарветесь на какую-то супер скидку, конечно, можно находить такие кресла на том же Авито, допустим, которые уже поддержаны, которыми пользовались до вас. И, в принципе, я должна сказать, что реально найти классное кресло, которое совершенно новое. Такое же кресло стоило 20 тысяч рублей. Я смотрела его, оно реально было новое. И оно было шикарное. Конечно, за 20 тысяч такое купить, это экономия, которая, ощутима, конечно. Мне просто-напросто некуда было его ставить, и кабинет еще был не готов, поэтому я пропустила такое предложение, но все-таки рыночное, примерно 35-40. Есть разные виды, например, механическое и с электроприводом. Не знаю, нужно ли мастеру по наращиванию ресниц использовать именно электрическое кресло. Насколько это удобно, спорный вопрос. Я считаю, что механическое вполне удобное и для мастера, и для клиента. Если вы берете с электроприводом кресла, то, соответственно, цена увеличивается. И, естественно, нужно обращать внимание на градус раскладки. Градус должен быть обязательно 180, таким образом, чтобы клиент был полностью в горизонтальном положении. Нужно быть внимательным, потому что некоторые производители не указывают этот параметр и по умолчанию делают раскладку, например, 160. И это уже нам не подходит. Алиса, поставь лайк. Уже поставила лайк. Наполнители у таких кресел разные, цветовая гамма разная, материал, из которого оно может быть изготовлено для вас тоже. Цветовая палитра совершенно разных тонов, это подойдет для совершенно любого интерьера. Параметры кресла тоже бывают разными. Если хочется что-то компактное, например, как это, то вполне достаточно брать стандартный вариант с шириной 85 сантиметров. Комфортабельны ли такие кресла для долгого лежания? В принципе, да. Но опять же, когда есть полная раскладка у клиента в районе шеи, все равно может возникать дискомфорт и неудобство, особенно от долгого лежания. Поэтому разного рода подушки, они, конечно, не исключены. И опять же нужно закладывать в стоимость еще и подиум, потому что это кресло без подиума совершенно неудобное. Впервые я встретилась с таким креслом, когда проводила мастер-класс. И это была супер еще новинка, никто еще с такими креслами не сталкивался. Но была одна загвоздка. Есть точно такие же кресла-реклайнеры с механизмом, который может раскачивать клиентов, с механизмом вращения, что-то такое. И тогда я подумала, что это очень неудобно для мастеров по наращиванию ресниц, и это реально было неудобно. И, в общем, ребята работали без подиума и именно на таком кресле, которое вращалось. И постоянно, естественно, это было очень нестабильно. Но тогда это было, опять же, все в новинку, и никто не знал, каким образом это все нужно организовать. Я тогда посоветовала ребятам как раз-таки сменить эти кресла либо на что-то другое, либо как-то их доработать, потому что мастеру по наращиванию ресниц обязательно нужно, чтобы был упор рук стабильный, чтобы ничего нигде не шаталось, ничего нигде не шевелилось. Работы мастера существенно замедлялись из-за того, что постоянно было это вращение, качание. Ну и, соответственно, качество работы тоже оставляло желать лучшего. Поэтому на эти критерии нужно обращать внимание обязательно. Плюс ко всему, чтобы сохранять любое рабочее место в пригодном состоянии, нужно за этим всем ухаживать.
И, соответственно, либо покупать специальные чехлы, которые будут защищать изголовье от капель клея, в частности. Капли клея – это наша больная тема. У мастера по наращиванию ресниц всегда испачкано рабочее место, всегда испачкан пол и рукава, конечно. Очень много одежды портится из-за того, что мы постоянно рукавами залазим в клей. Лучше, конечно, не одевать одежду с какими-то объемными рукавами, либо их вовсе закатывать, либо надевать специальную униформу, или напротив делать облегающую одежду в районе вот кистей рук, таким образом, чтобы мы не пачкали свои прекрасные руки, свои прекрасные одежды в клее для наращивания ресниц. Конечно же, защищать свою рабочую зону, потому что от клея все равно это все уже выглядит неэстетично. И плюс ко всему портится, конечно, если вдруг внезапно вы захотите от него избавиться, продать, то стоимость существенно снизится. Но я не об этом. Я о подъеме подиума. Очень важно понимать, каким образом подбирать высоту именно подиума и вообще высоту, на которой вам удобнее будет работать, чтобы вы не сидели как скрючившиеся вот такие вот крючочки, и чтобы не болела спина. Это очень важно. Любые варианты подбора кушетки — это всегда сложность и индивидуальность. Нужно подбирать всегда под себя индивидуальные вещи, потому что все эти рекомендации из разряда «а вот я купила это, и вам тоже это хорошо», это все не работает, это все неправда. А также не всем клиентам удобно лежать на таких прекрасных и чудесных креслах. Вы поймите, что даже у этого чуда чудесного есть критики в лице клиентов, а также в лице мастеров. Собственно, поэтому и купила несколько кушеток, чтобы можно было, придя на обучение, использовать, попробовать полежать на одном, на другом, на третьем и понять, какой вариант подходит больше вам. Опять же, здесь у меня высота подиума 30 сантиметров. То есть вам нужно что сделать? Вы садитесь на стул на самой нижней точке, которая только возможно. Стул у нас должен всегда быть с регулировкой. На самом нижнем этаже у стула. И считаете, сколько сантиметров у вас остается до кресла. Максимум 10 сантиметров от вашего колена до кушетки. Какая бы она ни была, реклайнер это, простая кушетка, анатомическая, абсолютно неважно. Ваши колени не должны упираться в спинку кресла. Однако спинка не должна подниматься слишком высоко, потому что чем выше спинка у реклайнера, допустим, тем выше, соответственно, лежит ваш клиент, и вам приходится тянуться, поднимать стул выше. Таким образом, вам просто-напросто неудобно. Слишком широкие подиумы и также длинные тоже не имеет смысла брать. То есть стандартный вариант брать подиум именно по ширине самого кресла, чтобы это не было слишком громоздко и объемно, несмотря на то, что кресло может быть узким и аккуратным. Подиум добавляет вот этой громоздкости и объема в кабинете. Плюс, если вот здесь по бокам будут торчать вот эти вот оставшиеся ненужные совершенно борты, будут портить внешний вид, и никому они не нужны. Клиент же не будет ходить вот здесь сбоку или спереди, или сзади. В общем, это нужно брать максимально компактно. Лучше по ширине вашего реклайнера. Поэтому он будет устойчивый, даже если подиум будет меньше. Но опять же, если просто брать слишком узкий подиум, то это тоже будет выглядеть смешно, это как будто табуретка какая-то. Некрасиво, даже с визуальной точки зрения. У меня стандартная ширина 85 сантиметров. И подиум точно такой же. Потому что ножки все равно находятся немножко ближе к центру, поэтому все параметры вам нужно производить самостоятельно. Изначально приучайте себя сидеть в правильном положении, потому что если вы купите неудобную вещь, которая вам не будет доставлять комфорта в работе, соответственно, со временем вы будете сильнее уставать, а у нас такая работа, что если мы начнем уставать, не обеспечим себе рабочее место правильное,
то ни о какой скорости, ни о каком большом потоке клиентов, ни о чем об этом говорить, к сожалению, будет нельзя. Прекрасный выбор в пользу анатомической кушетки. Большая часть моих клиентов как раз-таки перелегла с реклайнеров в одно время на вот такие анатомические кушетки. И вы знаете, на самом деле жалоб было вот буквально единицы, кому было неудобно лежать без реклайнера. Не сильно есть разница. Эта кушетка достаточно плотная, то есть она не проваливается в облако, как реклайнер. Это как и плюс, так и минус. Людям с низким ростом, клиентам, например, им неудобно бывает лежать на реклайнере, потому что буквально они не попадают вот в эти все прогибы. И для них как раз-таки и специализированные вот эти подушки под поясницу можно класть. Вот. В зависимости от модели вот этот изгиб может быть гораздо сильнее вглубь. И от этого клиенту бывает неудобно лежать. Поэтому, собственно, я и брала вот такую кушетку с минимальным изгибом. Вот такие подушки под поясницу здесь совершенно неуместны. Но без подушки под голову здесь, конечно, не обойтись. Вот я и говорю, что никогда не угодишь клиенту. Кому-то одному ты угодишь, а кому-то другому ты не угодишь. Потому что нет такой кушетки, которая была бы очень неудобна, за исключением вот той совсем старой, вот этой вот нашей плоской, которая совершенно уже устарела, и она уже давно и не модная, и не красивая, и, конечно же, неудобная ни для кого, она совершенно дубовая. Вы можете, конечно, сделать какое угодно вот это верхнее покрытие, какое вам больше нравится, кожаное, либо вот велюр. Велюр вообще очень приятный и удобный, и мягкий. Единственный в них минус какой, что они очень сильно электризуются. Плюс синтетическая простынь добавляет, конечно, масло в огонь. Но если периодически использовать антистатик, а особенно перед применением хорошенько прямо его обработать, то этого можно избежать на некоторое время. Но кожаную я бы такую не хотела. К телу неприятно, потому что, кожу никто не делает, делают кожзам. Вот, поэтому такие варианты, они очень удобные. Это классные кушетки. И есть еще вот эти кнопки вот сюда какие-то вставляются. Опять же, все зависит от того, какой вам дизайн нужен. Вот у меня все такое больше коричневое, простое. Такие кушетки очень комфортабельные. За счет того, что здесь плоская поверхность у изголовья, здесь очень удобно работать мастеру, потому что большая площадь для того, чтобы разложить свои материалы и инструменты. Очень часто бывает, кстати, когда вот это наэлектризованные вы начинаете выключать лампу, и лампа вырубает. Механизм устроен так, что от вот этого разряда тока лампа ломается. И у меня так ломался гламкор 2 раза. Гламкор это считалось супер. То есть, когда я ездила на чемпионаты, я гордо доставала из чехла свои самые крутые лампы. Не то, что их было трудно достать, они просто были дорогие. Это сейчас уже на рынке избыток всего, и каких только угодно материалов и инструментов можно только не найти. Я вообще не об этом, не о лампе, а о том, что электризуется очень сильно. Вот одна моя из Glamcor, которая сейчас как раз-таки там в углу стоит, светит, она таким образом сломалась, и ее невозможно было починить. Ее отдавала какому-то вообще мастеру там на дому, который сделал механизм, но она не продолжила работать так, как раньше. То есть свет тот же самый, но механизм включения и выключения сломался, и он больше не подлежит никакому ремонту. Поэтому раз в недельку, раз в 2 недели придется обрабатывать его антистатиком для того, чтобы оно не электризовалось. В общем, такая кушетка стоит в районе 15. Ох,
7500. Представляете, я нашла ее на Авито, на скидке она стояла 7500. И это просто я ее считаю, что я урвала ее просто за какую-то сумасшедшую низкую цену. Понятно, там 1500 доставка, вот. Но смысл в том, что такие кушетки и подобные этой стоят от 10 и там выше дальше цены. 10, 12, 15. Такая кушетка не требует никаких вообще особо уходов и вложений. То есть вот вы ее занесли, поставили и все. Единственный минус, так же как и у реклайнера, что вы никуда ее не можете убрать. Вот вы ее установили и все. И она стоит у вас. То есть по большому счету она занимает меньше места, чем реклайнер, но все же спрятать ее уже никуда не получится. Ну вот и третий вариант. Это, если помните, модифицированная та старая кушетка, плоская, неудобная, на которой, в принципе, я начинали многие мастера за неимением чего-то другого. Со временем кушетки простые, плоские, твердые и приобретали разные дополнения, которые способствовали комфортному лежанию клиента, пребыванию его на процедуре. Так, например, появились разнообразные подушки, которые можно было покупать и дополнительно на свою кушетку складывать. Покупка таких подушек – это тоже своеобразная история. Не каждый, конечно, на это готов. И, в принципе, сама по себе старого образца кушетка, она уже, как я и говорила, себя изжила. И она уже совершенно не модная, неудобная, неинтересная, в общем-то, никакая. Но вот такой вариант как раз-таки неплохой. Такой вариант похож на анатомическую кушетку. У него не сильный прогиб, в отличие от анатомической, там, конечно же, посильнее. Плюс ко всему ножки немножечко уходят вниз. То есть это все приобретает какой-то такой естественный плавный переход, то есть плавное положение тела в своем естественном, правильном анатомическом положении. И плюсом этой кушетки является, несомненно, то, что она складная. А вот эти дурацкие замочки, они хорошенько портят мастерам жизнь, потому что при работе, при вставании, при движении мы задеваем это, и портится одежда, например. И бывает даже очень больно и неприятно. Вот нужно с этим быть внимательным. В частности, чем-то заклеить, например, вот этот замок на время работы. Я имею в виду какой-то, может быть, скотч или изолентой. Гораздо лучше, чем оставить ее в таком открытом положении. Это действительно очень много неудобств создает. Но, опять же, без этого замка мы никуда не сможем убрать кушетку, поэтому он нужен, необходим. Есть, конечно, функция его открутить, но это, опять же, если вы планируете просто поставить эту кушетку, и она всегда у вас на протяжении долгого времени в кабинете стоит. Тогда можно, конечно, открутить. Я, собственно, так и делала иногда. А если это вещь, которая будет то убрана, то снова ей будет пользоваться, тогда, конечно, не имеет никакого смысла откручивать эти замочки. Лучше его просто чем-нибудь заклеить. Специально для обучения я вот как раз-таки приобрела два таких варианта, чтобы они не занимали место. Во-первых, логика была такая, что мне нужно своим ученикам и, соответственно, клиентам, но больше ученикам дать возможность попробовать работать на разных кушетках, на разном оборудовании, потому что, например, новички вообще не всегда понимают, что надо покупать, а начинают читать разные паблики, в этих пабликах что-то им там советуют, и они, в принципе, просто ткнут пальцем в небо, то есть выберут что-то такое, что, возможно, им не подойдет, давая возможность протестировать, посмотреть, попробовать. У ученика все-таки складывается, особенно у новичка, понимание, что все-таки нужно, какая вещь для него оптимальная, хотя бы для него. Опять же, я говорю, что для клиентов это не всегда реклайнер, это супер вещь, а обыкновенная, вот такая анатомическая, это плохо. На этой кушетке прекрасно лежать.
Она реально очень удобная, она ничем не отличается от той анатомической, которую я демонстрировала. То есть по большому счету это то же самое. Плюс для мастера здесь огромная платформа, огромное место для, опять же, его материалов. То есть широкая кушетка, это супер. Вы можете все необходимое складывать, потому что большинство мастеров работают с планшетами и располагают их по левую или правую сторону от клиента. Это очень удобно. Пролежать на такой кушетке 2 часа замечательно и очень удобно. Понятное дело, что даже лежа на супер, там, я не знаю, облачном реклайнере, опять же, спорно, да, облачным, потому что не для всех он удобен, но, допустим, если даже бы реклайнер был удобен для каждого и для всех, даже лежа на таком облачном реклайнере, клиент через пару часов уже начнет ерзать и уставать. Поэтому не бывает никакого оптимального варианта, особенно вот в выборе кушетки и в выборе мебели. Тут нужно ориентироваться на себя и какой-то собственный вариант вот такой вот выбрать. На такой кушетке, и еще раз повторюсь, лежать не хуже, чем на анатомической, и, возможно, даже в чем-то лучше, чем на реклайнере, потому что у реклайнера другая проблема, там очень быстро устает шея, потому что на такие кушетки мы привыкли подкладывать подушку клиенту, а на реклайнере это не всегда удобно. Плюс на реклайнере постоянно скользят планшеты, там располагать место для мастера не всегда удобно. Конечно, к этому привыкаешь со временем, но все же вот такие плоские варианты — это самое классное для того, чтобы работать мастеру удобно именно с планшетами, именно работа с клеем, и быстрота, соответственно, от этого тоже будет увеличиваться, то есть скорость будет снижаться. Несомненным плюсом именно такой кушетки является то, что она, конечно же, складывается. Она совершенно занимает очень мало места, и вы можете ее убрать так, как делаю я. Я открываю ее только на случай обучающих курсов. То есть приходят ученики, по очереди меняются, выбирают место, на котором им будет удобнее работать. Вот. И после того, как обучение заканчивается, я ставлю эти кушетки, соответственно, в то место, где они никому не мешают. Потому что площадей таких держать мастеру по наращиванию ресниц, где стояло бы постоянно одномоментно несколько кушеток, это неудобно и это нецелесообразно. Поэтому сложил и место освободил. Конечно, выбор за вами остается. Ориентируйтесь только на себя, не ориентируйтесь на отзывы. Пробуйте сидеть на таких кушетках, пробуйте работать на таких кушетках до того, как их купить. Еще раз, для клиента по большому счету неудобен может быть любой из перечисленных вариантов, и не из неперечисленных тоже. Любой вариант может быть неудобен для вас. Отзывы клиентов о том, насколько им было комфортно лежать, всегда разнятся. 3 варианта, которые я сегодня продемонстрировала, они абсолютно одинаково удобны для работы. Клиентам лежать на них комфортно, они мягкие, они удобные, они классные. Опять же, ориентируйтесь на свои финансовые возможности, потому что это все 3 разные ценовые категории. Здесь 8-9 тысяч, анатомическая кушетка 10, 12, 15, и реклайнер уже на порядок дороже, от 35 и далее тысяч, если это новый вариант. Конечно, с поддержанными здесь всегда сложно сказать. Помните, что все-таки главным для мастера является удобство процесса. Во-первых, это удобство того, на какой высоте у вас лежит клиент, в каком положении находится ваше тело. Это очень важно.
И второй момент, насколько вам удобно располагать для работы, для наращивания свои материалы и инструменты, такие как планшет, клей, любое, что вы используете, я не знаю, насколько вам удобно это располагать на данной кушетке. 3 варианта кушетки я для вас предоставила. Конечно, это видео-болталка, видео-обзор и мой какой-то отзыв. Как видите, он не положительный, не отрицательный. Выбирайте сами. Вы же читаете все-таки отзывы на форумах. Чем это отличается от моего? Да ничем не отличается. На свою индивидуальность, пожалуйста, обращайте внимание. Делайте свои измерения, делайте свое рабочее место удобным. Не слушайте отзывы, особенно мои. Шутка, только мои слушайте. А лучше приходите ко мне на обучение, пробуйте все 3 варианта кушеток, покупайте и работайте в радости. Спасибо за внимание. Делайте правильный выбор. Надеюсь, что мое видео вам хоть чем-то помогло. До новых встреч!